Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас будут пирожки с картошкой. Очень легкий и очень простой рецепт. Тесто будет волшебное, мои дорогие, всем понравится. Начнем печь. Сегодня пирожки у нас будут с картошкой. И поэтому с самого начала нам нужно будет, конечно, сделать начиночку. Для начинки я почистила уже приблизительно 900 грамм картофеля. И нужно будет его отварить. Пока картофель у нас варится, мы сделаем тесто. Для теста нам нужно будет взять одно яйцо, разбить это яйцо в высокий стакан или в какую-нибудь такую высокую посуду. И сюда же я добавляю 100 мл подсолнечного масла. И сейчас все это я пробью блендером. Можно взбить миксером. Мы сделаем что-то наподобие домашнего майонеза. Но так как сюда идет масло меньше, на одно яйцо в майонезе идет намного больше масла, поэтому эмульсия у нас получится не такая густая. Вот такая эмульсия у нас получилась. И как вы поняли, если у вас дома есть майонез, вы можете прекрасно добавить майонез. Не делать это, а положить 150 грамм майонеза. Здесь у меня одно яйцо весом 50 грамм и 100 мл подсолнечного масла. В общей сложности получается 150 грамм. Переливаем эту смесь в посуду, где будем замешивать тесто. Сюда же я добавляю чайную ложечку соли и чайную ложечку сахара. Если вы будете делать на готовом майонезе, то соль уже нужно будет добавить меньше, совсем чуть-чуть, так как майонез соленый. Здесь у меня 250 мл кефира и 1 чайная ложечка соды. Перемешиваем хорошенько. Кефир у нас уже разбушевался, переливаю его к эмульсии. Как вы поняли, тесто очень легкое. А если вы возьмете готовый майонез, это вообще будет все у вас за 5 минут получится. И начинаю добавлять постепенно муку. Мука у меня уже просеянная. Как вы поняли, тесто сегодня у нас бездрожжевое. И сюда подойдет любая начинка. Сегодня у меня картошка, но вы можете положить что хотите. И капусту, и мясо, и отварные яйца с зеленым луком. Все, что вам нравится. Эти пирожки у нас дома почему-то назывались всегда дорожными. Я даже не знаю почему. Может, потому что они так быстро делаются. Этому рецепту, наверное, уже 100 лет, мои дорогие. Сюда у меня сегодня ушло ровно 350 грамм муки. Если вдруг у вас кефир чуть-чуть жиже и вам 350 грамм муки не хватило, то тогда, может быть, вам потребуется еще 1 столовая ложечка муки. Тесто мы уже замесили. Накрываю его полотенцем и оставляю, чтобы оно просто полежало. Отдохнуло, так сказать. Картофель уже отварился у меня. Добавляю 1 чайную ложечку соли. По вкусу черный перец. И, конечно, сюда желательно обжарить лук. Но так как у меня дома дети лук не признают нигде, тем более в пирожках с картошкой, они вообще их кушать не будут, и поэтому я не кладу. Я добавляю приблизительно 20-30 грамм сливочного масла. Если вы положите обжаренный лук, то уже сливочное масло не кладите. Перемешиваю все хорошенько, и начинка у нас готова. Тесто тоже отдохнуло, картошечка уже остыла. Чуть-чуть муки. Переношу тесто на рабочую поверхность и делю приблизительно пополам. Теперь нужно будет сделать вот такую толстенькую колбаску и поделить все тесто на кусочки. Приблизительно кусочки у нас будут где-то по 50-52 грамма. Подкатываем вот такие шарики. Со вторым кусочком теста сделаем то же самое, и у нас получается 13 шариков. Накрываем их обязательно, потому что тесто может подсохнуть. И начинаем раскатывать. Нам нужно будет раскатать тесто в прямоугольник приблизительно 12 на 12. Но все это, конечно, приблизительно.
Кладу полную столовую ложку начинки. Складываю, закрываю уголки и сворачиваю. Вот такая трубочка у нас получается. Нужно будет защипить хорошенечко краюшки все. Прокатаем один раз. Все. Один пирожок уже готов. Сейчас я вам покажу еще один. Чуть-чуть по-другому я его буду закрывать. Но результат один и тот же. Как вам удобнее, так вы и делайте. Здесь я вначале закрываю краешки, а потом уже сворачиваю. Тесто это на самом деле волшебное. Оно получается такое вкусное, что ни один человек не поверит, что они у вас бездрожжевые. Посмотрите, все у нас уже готово. Здесь у меня получилось ровно 13 пирожочков. Сегодня пирожки я буду жарить на обыкновенном растительном масле, но их прекрасно можно и испечь в духовке. Масло у меня уже разогрелось. Для того, чтобы мы узнали, что масло у нас разогрелось хорошо, я бросаю туда маленький кусочек теста. Как только этот кусочек теста подрумянился, вынимаем его и можно уже начинать жарить. Это означает, что масло разогрелось. Жарим пирожки приблизительно по 5 минут с каждой стороны на среднем огне. Очень быстро они жарятся. Переворачиваю. Посмотрите, как пузырится тесто. И пирожки у нас уже готовы. Первая партия уже готова. Переношу их на бумажное полотенце. Это тесто абсолютно не впитывает масло. Но я все-таки так, для страховки, конечно, кладу его на бумажное полотенце. Не на очень большом огне жарим пирожки, на среднем огне. И точно так же продолжаем со всеми остальными трубочками. Все пирожки у меня уже готовы. Посмотрите, какая красота. Они получаются очень хрустящими. Сейчас я поломаю, хоть они очень-очень горячие еще. Посмотрите, много начинки и мало теста. На руках абсолютно не остается масла. Я уверена, что вам понравится этот рецепт. Попробуйте приготовить. Сделайте с любой начинкой, какая вам нравится. И напишите мне в комментариях, понравился вам рецепт или нет. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Всем приятного аппетита, приятного чаепития. Всех люблю. Пока-пока. До новых встреч на моей кухне.